Ой! Это что-то не то, да? Ну, с кем не бывает. Кастанул не то заклинание. Вмешательство Альмсиви, да? И где я оказался? Подскажите, пожалуйста, люди добрые, где я? Это еще что такое? Мумия? Очень интересно. Муцеры, приветствую, с вами сэр Холмс. Продолжаю Morrowind Tomb Raider Rebuild. Все еще на континенте, все еще в хребте Баэти. По-прежнему ищу каменный кристалл. И параллельно поискам двигаюсь на север. В поисках святилища одиночества. Да, святыня или святилище одиночества, как-то это так называется. Это мне нужно для паломничества по квесту в храм. Ну, собственно, вступление в храм. Так, параллельно тут прокачиваю плохо развитые навыки на низкоуровневых всяких маленьких алитах. А каменный кристалл мне нужен, чтобы исцелить одного даммера, который тут помирает от страшной болезни. Вот, и пока что у меня... Кстати, вот из этого и из лунного сахара можно варить зелье увеличения скорости. Вот, пока что мысли такие, что продолжу искать в этом регионе. У меня была идея телепортироваться в Старый Бенгард и там поискать у торговцев каменный кристалл. А вот у кого будет. Вот, ну, подумал и решил пока остаться здесь. Оцениваю шансы найти каменный кристалл здесь и в Старом Бенгарде примерно одинаковыми. Вот, еще есть мысль вернуться в ту пещеру, где я его находил, но я точно не помню. Может быть, мне это приснилось все. Еще помучить этих грязекрабов. Ну, точнее, может быть, я не совсем правильно помню. Не совсем точно. Или, может быть, я там собрал все. Каменные кристаллы, которые были. Так, мне кажется, пора пообедать. Давайте представим, что я развел костерок и зажарил это крабовое мясо. Где оно? Вот, чудесно. Обожаю крабов. Интересно, там штуки непонятные. До тех мест я еще доберусь, но позже. Так, а я вообще не прав, надо, знаете... Вот что, практиковать. Эх. Ты мерзкий. Иди сюда. Повампирю тебя немного. Я прям некромант. Некромант-вампир какой-то. Зеленого жука поймал. Мелкие камни душ уже кончились. Вот. Надо переустанавливать сборку. Вот что я понял. Не нравятся мне эти деревья совсем.
поваленные якобы. Вот это странно выглядит. Еще изменяет форму при приближении. Когда-нибудь и там буду, узнаю, что это такое. Ну что? Вот мы и встретились с тобой. Поджарю-ка твои перышки, пес. На. Еще не попал. Что как-то низко летит. Нормас. Что, он там застрял, что ли? Давай пообстреливаем его. Смотри, еще живой. Ну, я, конечно, тот еще чародей-колдун. Так, ну он там уже отъел. Я просто слежу больше за показателями, вот за этими. Восстанавливаться, не восстанавливаться мана до сих пор. А так-то надо что-нибудь вот такое применить, например. Лучей ни зверей не видал, да? Все еще восстанавливается. Так, ну, вот это еще сделаем. Все. Огонь. Почти идеально. Так. О, бабочки. И мускусные мухи, да? У меня какое-то было покруче заклинание. Во. Ну это нет, это жестко. Ой! Это что-то не то, да? Ну с кем не бывает. Кастанул не то заклинание. Вмешательство Альмсиви, да? И где я оказался? Подскажите, пожалуйста, люди добрые, где я? Испугался мускусные мухи, но они правда противные. А что со всеми не так? Я должен написать это на лбу? Не беспокойте меня, ну подожди, где я нахожусь-то? Как это спросить правильно? Вечно я забываю. Местность. Эта часть Байтийского хребта называется горы Малкад. Малкадх, блин. Они полны пещер, как естественных, так и пробуренных. Малкадх — одни из древнейших населенных частей этого региона. Но большинство народа предпочитает жить в более комфортабельных местах в наши дни. Раньон-Рун — это единственный город. Ну, ты можешь найти Сарванни на севере и Ашамул на востоке. Две троглодитских деревушки. Что за название? Другие пещеры в в Малкадхе. И это всего лишь дома для монстров, бандитов и странных бешеных отступников, блин, отшельников. Раньон-Рун — это здесь я нахожусь? Раньон-Рун — это маленькое вилотийское поселение, построенное высоко на утесах региона Малагрид. Сторожевая башня расположена в центральной части города, окруженная несколькими домами, маленьким храмом и таверной. Немного на восток от города находится Тель-Раньон, резиденция Митраса.
умелого чародея и местного тилванского повелителя. Мастер Митрас также приглядывает за бонитовой шахтой, которая предоставляет неплохой доход для всех нас. Телераньон. Он рядом с городом. Это башня, да? Значит, я в Раньон-Руне нахожусь, да? Угу. Телераньон, она рядом с городом. Напротив восточных ворот. Не беспокой мастера Митраса, в общем-то. Ну, разве что у тебя действительно что-то важное, что можно обсудить. Все его здесь называют просто мастер. Многие подумают, что мы так делаем из страха, но это неправда. Мастер Митрас вложил много усилий в том, чтобы сделать Раньон-Рун безопасным городом и обеспечить приличную жизнь всем его подчиненным. Он во многих аспектах отличен от обычного лорда Тилвани, но он куда хуже, если ты действуешь ему на нервы. Поэтому не делай так, потому что ты сам по себе. Малагриди, значит, я. А Шамул что такое на восток? А Шамул — это маленькое сообщество, живущее в пещерах Велоки. Один из них, Гилда Веснерете, иногда может быть замечен с его вьючными гуарами и его гуаровой повозкой при покупке припасов и при продаже кое-каких рукодельных вещичек. Чтобы туда попасть, следуй дороге к Латанису. После прохода Раньон посмотри на открытую местность в горах на севере, и там будет знак и флаг. Так, ладно. Раз уж я тут оказался, про себя-то расскажи что-нибудь еще. Я обычнер. Зуриэль Дрелор. Это все, что тебе нужно знать. Какие тут вообще у вас есть услуги? Это маленький город, поэтому услуг тут немного, Холмс. Ты можешь посетить Ирель Натрион, если нужны химические ингредиенты. Понаслаждаться кое-каким элем в танцующей кружке. Или попросить Невусу Лакасин излечить твои раны. А если ты собираешься покинуть Раньон-Рун в одиночестве и пешком, возможно, ты захочешь увидеть, что тебе могут предложить Кобин Делас и Хекка Геладрен. Конечно, ты просто можешь взять Силстрайдера. Также ты найдешь маленький бар и торговца в башне. Силстрайдеров. Интересно. Кто-то конкретный. Мастер Митрас — это местный лорд Тилвани. Ты найдешь его в Телераньон. Невуса Лакасин, наш целитель, Реннератьон, наш алхимик. Их магазины здесь, в городе, если ты хочешь. Если ты инвестируешь или ты шахтер, ты можешь поговорить с Азарией Телас или Нерисумным Вареном. Прям в шахте. Понятно.
А, ну это я просто через озеро, по сути, перепрыгнул, да? Ух ты, смотрите, какой-то мост. Ну вот тут вывески, если что, сориентироваться можно. Я сначала хотел бы осмотреться получше, конечно. May I help you? Так, а тут у нас что? Так, как-то я прыгнул неаккуратно. Ой. Вот незадача-то какая. Я просто пойду дальше на север. Раз так получается. О, это что у нас там? Тем более, что сюда я не планировал вообще. И знаете, я не хочу смотреть на карту. Мне интереснее сориентироваться так. Я на самом деле даже, можно сказать, потерял направление. Стороны света где какие, не знаю. Ну, конечно, могу посмотреть в правый нижний угол, но, знаете, мне что-то сейчас интереснее попробовать сориентироваться. Да, регион Малагрит. Это уже в другом регионе аж. Проход Раньон. Перевал. Ладно, остается только надеяться, что этот Данмер продержится еще какое-то время. Наверное, вернусь все-таки в город. Опасность. Серьезно? Не вижу опасности. Похож на каменных великанов из Хоббита. Бездушный страж. Угу. Большой камень душ в нем. Похоже на работу телванцев. А как пройти-то? Ну, это башня, окей. Сейчас прояснилось, может быть, больше и увижу. Надо послазить сюда еще осмотреться, я думаю. Все началось с того, что я просто хотел поймать душонку этой мускусной мухи проклятой.
Еще какие-то проходы тут в горах. Слушайте, давно со мной такого не было, что я просто не понимал бы, где я нахожусь и что делаю. Так, интереснее даже. Знаете, хочется порой привнести чуточку больше хардкора. А, ну это я по сути срезал, да, сейчас. Скелеты ходят. Да, интересное место, конечно. Здесь есть что-нибудь? Малагрит. В какой-то абсолютной глуши нахожусь просто. Замечательно. Слишком буйная растительность. Да, земли Тилвани не предполагается, что должны быть приветливыми. Вообще, я даже не вижу дороги. Ну, это больше похоже на дорогу, чем это. Еще черепа. О, пещера. А я ее и не заметил. Какие же бесполезные тут. Ладно, короче. Наверняка какой-нибудь отшельник живет. Надо нам... Вперед. Бесполезные проходы, просто... Это еще что такое? Мумия? Очень интересно. Кто это у нас тут живет такой? Выглядит жутковато, конечно. Хитиновое оружие. Что-то мне интересно. О. Давай сюда.
у этого что? Миска. А, шлем. Там есть парочка стрел зачарованных в одной мумии, но не хочу туда лезть. Ого. Так, ну вы знаете, это, конечно, интересно все. Но похоже... Похоже, это знак. Сейчас я тут закончу и к чертям возвращаться надо. Я хотел вернуться в старый Венгард, видимо, это и есть повод это сделать. Хватит. Так, подожди. Обычно пещера уходит вглубь. И самое интересное на глубине. Жесть. А ну вернись. Поэтому имеет смысл сначала исследовать ответвления, которые ведут наверх или куда-то в сторону верха. Это что такое? Ерунда какая-то. Что и требовалось доказать. Ну это что, обычаи тилванцев, что ли, такие? Ускорим. Вся. Неплохо ускорился. Щит Риклинга. Очень интересно. Так, что у нас тут? Вау.
как-то уныло тут, по-моему. Все эти мумии отстойные. Мне интересно, я найду в конце вашего хозяина там, кто у вас. По большей части зачищено, значит, здесь все. Так, сначала сюда. Ну, там торчит один. Еще. Мумии вообще довольно бестолковые. Что это можно. Тоже неплохой. Парень сидит. Неужели? Шляется к вам. Это я, наверное, забыл пообедать. Соленый рис, полагаю. И восстановление здоровья, пожалуйста. Да, наконец-то я стал пользоваться этой фишкой. Сделай зелье восстановления, усиления интеллекта и навари крутых зелий. Вот что я сейчас сделаю.
Все, огонь. Вот одно такое зелье восполняет почти все мое здоровье. Это и все. Про ману я вообще молчу. Левелап. Пора левелап. Так, я же там в сундуки не заглянул даже. Да заглянул. Да, я Юрнин нашел шкуру Нетча, все, обрадовался, обо всем забыл. Эшлендерская рубашонка. Ликвид. Наверное, хватит? Ну ладно, давай возьму. Остальные запасы уже поскудней стали. Надо осторожней. Помним, что любой драгоценный камень потенциально охраняется до ядра. О, да, действительно планирую вернуться в старый Пингард, но может быть имеет смысл. А, черт. Что я, по-моему, там забыл что-то открыть или мне кажется. Надо вернуться, на всякий случай перепроверить. Вот, может быть, имеет смысл еще в этот городишко зайти с торговцами поговорить. Может, какого-то каменный кристалл найдется. Все открыто, отлично. Да, наверное, после этой пещеры постараюсь вернуться в город. Ну, это жесть. Все еще запечатан. Вот так. Вестовый, наверное. Ладно. Камней душ, наверное, достаточно уже. Корпусные слезы.
нашел. Крутокраба хорошая броня. Набрал, конечно. Надо будет скоро, наверное, от лишнего уже избавляться. Хороший, кстати, довольно посох. Ну вот, например, да? Хм. Это я не смогу использовать. Давайте зачаровывать штуки. Все равно продавать. Свою шапку бы зачаровать. Ну ладно, так, конечно. Приколоться, если... Камень души уничтожен. Камень души уничтожен. Бестолково. Ничего получилось? Что-то получилось. Давайте еще что-нибудь зачаруем. Вот этот пояс, например. Ослепление на 200%. Смотрите, какой я зачарователь, а. Так-то бы, конечно, на постоянные эффекты позачаровывать вещи. Все, нету камней души. Я хотел просто забрать вот это вот. Давай, справедливый обмен произведем. Вот тебе камни душ всякие. На тебе даже побольше. Я твой наплечник забрал. Черт. Лапку повредил. Вот, ну как-то так. Давайте закругляться уже тогда. Пещера зачищена, исследована. Не ожидал я такого здесь увидеть, конечно. Но... Тилванские земли, они, наверное, не должны быть приятными. Визит в Раньон-Рун повторный, это ж вроде он, да, оставлю тогда на следующий эпизод. Возможно, каменный кристалл наконец-то у кого-то там найдется, знаете, есть у меня хорошее предчувствие определенное по поводу этого городка. Вот, если нет, то попытаем счастье в Старом Эбенгарде, потому что, ну, не хочется мне отсюда идти пешком вот сюда, потому что это все мои планы рушит.
Почему не могли меня поставить храм здесь, черт подери? Раньон рун. Раньон. Вот, да, друзья, спасибо за просмотры, за лайки, подписки, комментарии. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild. Пока-пока.